Тема сегодняшней пресс-конференции – психологическая реакция москвичей на трагедию в Домодедово. Как помочь пострадавшим и их близким. В пресс-конференции принимает участие исполняющий обязанности директора Государственного научного центра социальной судебной психиатрии имени Сербского Зураб Ильич Кекилидзе. Зураб Ильич, пожалуйста, вам слово. То, что произошло в Домодедово, как только мы об этом узнали, сформировали бригаду, которая туда выехала. И оказывали помощь кому? Оказывали помощь пострадавшим, то есть те, которые к нашему приезду еще там оставались. Это было незначительное количество людей, потому что было принято решение в связи с тем, что была вероятность, что, возможно, будет и следующий теракт, то есть последует через какое-то время. Поэтому принципиально было совершенно правильное решение принято освободить, насколько можно, аэропорт от людей, чтобы они не находились внутри здания в большом количестве. То есть обычно привлекает ведь плотность. Чем больше людей, вот как раз там происходит, к сожалению, теракты. И даже электричка в Москву из Домодедова, которая отправлялась, она была бесплатной. Даже объявляли. Я сам был там и слышал это. Вторая помощь, которая была на второй день оказывалась, это оказание помощи при опознавании трупов и при проведении следственных действий. Ну, и существует так называемая ритуальная психиатрия. Это часть психиатрии, когда оказывает помощь родственникам при опознании трупов. Это крайне тяжелая процедура для родственников, потому что опознается близкий человек, а часто бывает тело обезображено, а иногда фрагменты только остаются, к сожалению. И помимо этого, естественно, проводятся следственные действия, потому что, не приведи Господь, не того опознают. И даже есть выделенные типы людей, кто как опознает. Часть людей сами могут опознавать без помощи врачей, им психологическая поддержка нужна минимальная. Другая часть, она просит, чтобы их поддержали во время опознавания процедуры. А третья часть – это людей, правда, их мало, к счастью. Это те, которые всячески стараются не принимать участие в опознавании. Ну, их понять можно, это не из приятных процедур. Но здесь есть еще второй момент. Это тот, что именно в этой группе, представители этой группы потом высказывают сомнения, а правильно ли они определили, опознали своего родственника по тем, скажем, признакам, по которым их можно опознать. Ну, во-первых, участие усопших, имеются в кармане документы, у некоторых есть, скажем, на руках обручальные кольца с именами, есть еще и другие признаки, по которым познают, родимые пятна и так далее, рубцы послеоперационные. Но, к сожалению, часть людей старается опознавать своих родственников по одежде, там, по нижнему белью и так далее. Но когда эта процедура опознания происходит после трагедии в небольших населенных пунктах, то категорически нельзя опознавать по одежде, потому что часто одежда бывает одна и та же. Разумеется, работа психологов и психиатров, психотерапевтов заключается именно в том, чтобы максимально помочь, с одной стороны, следствию получить данные достоверно, с другой стороны, помочь пострадавшему, и это в первую очередь помочь пострадавшему, пройти через эту процедуру и после этого уже заняться его здоровьем непосредственно. В чем заключаются эти расстройства? Знаете, существует клиническое определение расстройств, которое возникает. В первую очередь, это так называемая острая реакция на стресс. Она длится 3 дня в течение
с момента возникновения чрезвычайной ситуации. И проявляется она в первую очередь в двух реакциях. Либо это реакция избегания, когда индивид старается покинуть место чрезвычайной ситуации, либо реакция оцепенения, когда индивид не может совершать практически никаких действий, он остается в эпицентре чрезвычайной ситуации, или он покидает место чрезвычайной ситуации вместе с группой, то есть действует как толпа или по указанию соответствующих спасательных служб. Разумеется, у них бывает и бессонница, возбуждение в это время, нарушается аппетит, у одних возникает чрезмерный аппетит, но это на самом деле не аппетит, а поглощение пищи без всякого аппетита, либо наоборот отказываются они от пищи. И там ряд других расстройств, которые возникают. Это обходится обычно в течение первых 3 суток. А вот через 3 суток уже происходит формирование, то, что называется посттравматическое стрессовое расстройство. Травма имеется в виду психическая. И вот через месяц начинает формироваться, это уже несколько иное расстройство. Тоже здесь имеется нарушение сна, засыпание, человек не может заснуть. Мысли приходят самые разнообразные, связанные с чрезвычайными ситуациями. Картинки различные возникают, непроизвольные, связанные, опять же, со стрессом, снижается трудоспособность, меняется поведение в том плане, что в части случаев люди предпочитают уединяться, ни с кем не общаться, другие, наоборот, все время хотят быть на виду, не оставаться одни. Это все зависит еще и от типа чрезвычайной ситуации, которая была. И вот только через год где-то посттравматическое стрессовое расстройство при помощи врачей, психологов, оно постепенно уже приобретает несколько иной вид, то есть становится менее напряженным. Естественно, работала наша горячая линия Центра сербского. Ну, есть и другие горячие линии психологической помощи, но я в данном случае могу рассказать про наш центр. Начиная с вечера и до 8 утра звонило около 200 человек. Обращений было около 200, даже больше, по-моему. Но, как правило, это первые звонки, это информационные, то есть интересуется, что случилось, каким образом и так далее, и так далее. То есть интересовались, видимо, больше всего тем, не попали ли их родственники случайно. Естественно, интересовались списками, кто в какой больнице находится, с какими ранениями и так далее. На вторые сутки количество звонков уже уменьшается, и это, как правило, так. Это было, по-моему, около 85 звонков. Уже конкретные звонки, это звонят родственники раненых, звонят родственники, не родственники, а то, что называется вторичные жертвы. Имеется в виду те люди, которые не были на месте теракта, но узнали об этом через СМИ и, исходя из своего характера, эти впечатлительные люди, как правило, эмоциональные, они высказывают жалобы на свое здоровье и, кроме того, опасения, не может ли это повториться и как должно меняться поведение, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию. Здесь я хочу чуть-чуть отступить и сравнить 2 чрезвычайные ситуации. Вот эту, которая была последняя, и взрывы в метро, которые были, 2 взрыва, наверное, помните. Значит, отношения несколько разные. Почему? Потому что метро – это транспортное средство ежедневного пользования, и как бы мы ни старались, большинство из нас все-таки приходится ездить в метро, и наземным транспортом заменить это, наверное, возможно, но по времени не получается. Конечно, там опасность, страх у людей возникает больше, особенно если это происходит в
в тех местах, где добраться бывает спасательным службам сложнее. В пятницу Госдума приняла в первом чтении закон о террористической угрозе, то есть он будет формирован. Там будет 3 цвета, значит, синий, соответственно, желтый и красный. Вот скажите, для этих впечатлительных людей, о которых вы говорили, вот эта третья группа, насколько это будет стрессовая ситуация, когда будут объявляться эти угрозы? Дело, знаете, в чем? Здесь надо исходить, наверное, из следующего. Но особенно это получается как бы диссонанс какой-то, что американцы хотят это отменить, а мы хотим ввести. Я думаю, что вводить надо. И как раз несколько дней назад я тоже говорил об этом, что надо вводить. Почему? Потому что здесь мы должны исходить из интересов всеобщих. Касается это и людей впечатлительных, и невпечатлительных. И я думаю, что для впечатлительных людей тоже важно знать об этой угрозе. Скажите, пожалуйста, до приезда специалистов как-то может человек сам себе помочь справиться со стрессом? Дело, знаете, в чем? Главное, о чем подумать? Подумать о том, куда мы собираемся, прошу прощения, с кем идем, одни с детьми, с пожилыми людьми, способными на самостоятельные решения или не способными на самостоятельные решения. И насколько долго мы там будем, и когда приходим в помещение, это, видимо, те, кто бывает в чрезвычайных ситуациях, у них это автоматически возникает, когда человек приходит в какое-либо помещение, сразу так волей-неволей автоматически смотрит, где двери, куда выходят окна и так далее. Конечно, это больше касается профессионалов, но непрофессионалы тоже должны, каждый сам должен думать о собственной безопасности. После каждого террористического акта возникают ложные звонки о минировании станции метро и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что, к сожалению, не все одинаково воспринимают ту боль, и тот ужас, который вселяет чрезвычайная ситуация. Кто-то в этом находит либо развлечение, либо, опять же, хочет каким-то образом показать свое собственное «я».